такой вопрос возник. Ага. А вот можно вот ли людям, вот которые как, ну, спящие, да, вот, ну, они не слышат свою душу, и вот, ну, как им прислушаться и все-таки вот услышать, вот что им говорят и куда им все-таки идти, на какой путь? То есть им же приходят постоянно какие-то сомнения, страхи, что вот там что-то не получится, там где-то могут кинуть и их обманут. Вот как вот это вот разгадать, где вот эти мысли извне, которые приходят, и именно вот эти наших духов-наставников? Можно ли их как-то различить? Конечно, конечно. Это, опять же, вернемся к тому, что нам внедряли, и отсюда идет как раз и ответ на этот вопрос. Как различить? Почему нам внедряли это и нас учили принимать решения только головой, только мыслями? Потому что разговор идет в основном от паразитов только через мысль-форму. Наш дух с нами разговаривает не через мысль-форму, не через голову. Наш дух нам подсказывает всегда через наше чувство, которое вот здесь. И у многих, даже не у многих, а у всех были такие ситуации, когда нужно было принять решение. Вот здесь прям говорит, давай, давай. А вот здесь в голове, используя информацию прошлого, негативного опыта, паразит подсовывает эту информацию и говорит, не надо, не надо. Потому что паразит, он знает, что там этот человек получит положительный результат, позитивный результат, высокую вибрацию. Ему это невыгодно. Как это происходит? Вот еще раз, даже на примере. Практически у всех были эти ситуации, когда, допустим, вот у нас есть дух, который нам всегда помогает. Всегда на протяжении всей жизни он делал самые лучшие предложения. Самое лучшее предлагал всегда. Самое качественное, где можно получить классный результат, наслаждаться, любить, быть счастливым, радоваться. Все решения, конечное слово всегда остается за личностью. Личность, сила Творца тоже у личности. Личность принимает решение. Последнее слово всегда за ним. Дух делает предложение, говорит, допустим, Илья, вот классное предложение, давай рассмотрим его. Здесь ты можешь получить классный результат. Там выгода, там счастье, там радость. Личность Илья рассматривает это предложение и как бы рассуждает внутри себя, да, классное предложение, суперские результаты, и там выгода, и много всего хорошего могу получить. Классно. В этот момент этот разговор внутри Ильи слышит этот паразит, и он берет информацию прошлого негативного опыта, которая не связана никак с этой ситуацией, берет и подкладывает Илье в голову, как мысль-форма. И этой информацией он говорит, зачем тебе, Илья, это надо? Помнишь, вот было вот так, Мгм. а ты как страдал, а как ты потерял, а потом сидел там, за голову хватался, а потом ты еще ругался из-за этого. И у личности он создает сомнения, страх. Естественно, личность начинает сомневаться и говорит, да, действительно, не, лучше я, наверное, откажусь. Сейчас как бы, ну, вроде так себе, ну, зато не это, зато не хуже. Хотя вот он, это предложение всегда стоит здесь, она предлагает. И личность говорит, не, я отказываюсь, и уходит в эту сторону. Спустя время другой кто-то получил этот результат, наслаждается, радуется, счастлив, кайфует, улыбается. Спустя время этот паразит что делает? Он берет внимание Ильи, допустим, ну я как пример привожу, Илья, у тебя это Мгм. было тоже. И внимание Ильи берет и поворачивает сюда и показывает, так тычет головой туда и показывает, говорит, Мгм. помнишь, помнишь, если ты тогда воспользовался бы этой возможностью, ты бы находился на его месте, ты бы вот так был счастлив бы, ты бы радовался бы, ты бы получил этот результат. Это вот ты виноват.
И он берет еще, обвиняет эту личность. И личность сама себя начинает подавлять. Душа начинает делать рану в себе. Обиды, разочарования, вина. Вот так происходит рана в человеке. Человек как бы своей силой под воздействием этого паразита он создает в себе раны, которые помогают этому паразиту еще больше энергии высасывать с человека. Вся материализация, она напрямую связана с этой энергией человека. Вот так она работает, вот так. Щелка и все происходит. Материализация моментально происходит. Ну, то есть Сейчас вы прям вот отличный такой пример привели. Это вот именно для людей, которые загораются, да, какой-то идеей. И вот она именно не из головы откуда-то идет, а вот именно вот изнутри у них прям вот вот, изнутри должно, да, да, вот вот они, чувство такое, прям они вот, им всегда подсказывает, он вот здесь прям горит, прям, вот прям вдохновление такое. А потом начинается процесс с головой. Поэтому я говорю, вот что сделала система? Она эту мгм, систему строила не 1 год. Она выработала систему управления, используя нашу силу против нас самих, принимать решения только головой. А вы просто вот обращение людям, вы просто доверьтесь вот этому, не включайте логику, и вы увидите результат совсем другой. Вы просто ахнете от результата. И не надо это рассуждать логикой, не надо здесь рассуждать и говорить, как это получилось. Эти чудеса, они вокруг, вот тут много их. ну, то есть, да, люди же еще привыкли вот эту логику постоянно включать. Но этому учили нас. Этому учили не просто так, чтобы мы не пользовались ни подсказками наших духов, ни силой Творца, который у нас есть. Поэтому я их называю спящие, спят люди, спят. Они не слышат ни духа, ни ангела-хранителя, ни духов-наставников, ни высшее я. И они все, прикинь, говорят, все говорят. Они подсказывают, но они не могут говорить словами, они не могут говорить через мысль. Они говорят чувствами, они говорят образами, подсказками. А нас же всегда учили, не фантазируй, если в голове там приходит образ какой-то, мы начинаем вот контактировать, особенно дети. Ты что делаешь? Вообще так больше не делай. Не пугай меня. Это психиатрия. Это только психбольные делают так. Вот что делали они. Они в человечестве создали систему рабства, зомбизации, деградации. Пришло то время, когда сейчас должен человек проснуться. Хочет он этого или нет. Те, кто не проснутся, скажу так, они уйдут. Но уйдут ненадолго. В смысле покинут этот физический мир и снова переродятся уже. Но переродятся уже пробужденными. И опять же, пробужденных надо будет учить детей. Надо будет раскрывать в них эту способность, силу Творца, усиливать эту силу Творца. Кто будет это делать? Это будет делать первого Пробужденные. пробужденные. Это будет Илья делать. Это будут вот те, кто сейчас это услышит, это видео, услышит эту информацию. Внутри, вот я сейчас могу даже сказать, внутри, кто будет сейчас слышать эту информацию, слышать, не слушать просто, а слышать. Вот здесь у них заёкает, вот здесь ёкнет прям сразу. Это необъяснимо, невозможно это логически объяснить. И не надо это рассуждать логикой. Вот здесь, вот это первая вам подсказка. Это вам уже подсказка о том, что вы непростой человек. Вы избранный, который должен проснуться сейчас, здесь и сейчас. Который будет нести миссию помощи для пробуждения других.